Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем знакомство с нашей программой Polygon. Эта программа запускается из вот такого шортката. При дабл-клике появляется основное окно. И мы хотим сегодня познакомить вас с процессом создания макроса для расчета спектра сигнала. Как вы знаете, мы работаем во временной области, то есть излучаем короткие сигналы из антенны в антенну во временной области, где по x у нас это время, а по y амплитуда сигнала. С помощью Фурье преобразования можно перейти в частотную область. Сейчас мы покажем, как это делается. То есть, можем посмотреть, что у нас представляет собой сигналы в временном окне. Значит, вот у нас есть тут записано несколько сигналов с обозначением SIG. SIG 1108, это, я знаю, у нас сигнал из антенны в антенну на расстоянии 3 метров. Антенны широкополосные, Double Ridged Horn от 2 до 40 ГГц, поэтому сигнал очень короткий. Сейчас мы видим окно 5 наносекунд. Вот, видите, это у нас 10 делений по... Нет, не 10, это 20 делений. Извините, тогда был неправ, вспылил. Ну что, мы видим сигнал во временной области. По оси X у нас время в наносекундах. В данный момент это все окно занимает 5 наносекунд. Сигнал настолько короткий, что здесь его трудно даже измерить, хотя мы имеем большое количество точек. 4096 точек на 5 наносекундном окне, то есть у нас 5000 разделить на 4, около 1 наносекунды на одну точку. Мы попробовали поставить маркер на начало сигнала, на фронт его. Второй маркер попробуем поставить, чтобы замерить по полувысоте. То есть вот расстояние между маркерами на нарастающей и на спадающей части сигнала показывает маркером около 30 пикосекунд. То есть такой сигнал имеет очень широкий спектр. Давайте попробуем его посчитать. Для этого используется окно процессинг. Вот, нажимая на него, мы видим это окно процессинг V. В этом окне мы имеем набор операторов, с помощью которых можно проделать какую-то операцию над входным объектом и получить выходной объект. Вот если мы взяли FFT, это Fast Fourier Transformation, преобразование Фурье. Нам надо поменять входной объект. Вот мы возьмем этот сигнал наш. И в выходном объекте, поскольку по умолчанию название остается тоже, надо переписать, что это теперь другой будет объект, иначе он испортится. FFT это то, что мы сделаем. То есть над сигналом в временной области мы сделаем Фурье преобразование и получим сигнал в частотной области. Нажимая на ОК, операция происходит. Все, операция прошла. Теперь можно в графике посмотреть, что мы получили на выходе. В списке переменных variable мы получили новую переменную FFT 1108. Если мы его выберем, то мы получили при автошкалировании у нас очень много гигагерц, но видим, что это уже частота гигагерц. 818 гигагерц, это симметричное Фурье преобразование. Нам столько не надо, нам надо посмотреть, что в начале находится. 100 гигагерц это уже слишком много, давайте ограничим хотя бы 50 гигагерц. Это XY установки происходит при нажатии на кнопку Setting. В сеттинге у нас X минимум, X максимум, Y минимум, Y максимум. Сейчас мы ограничиваем X минимум, пусть будет 0, максимум напишем 50, получим, растянем вот это до половины первой шкалы, до 50 ГГц. Вот мы видим спектр нашего сигнала, и спадение этого спектра от максимума где-то около 3 ГГц до почти нуля на 50 ГГц. Ну и что-то есть какие-то колебания. Почему здесь два графика? Потому что
у нас Фурье преобразование на выходе дает комплексную переменную, которую мы отображаем в виде двух составляющих. Реальная ре FFT, синий график, и мнимая часть imaginary part of FFT, это красная часть. Обычно работают с одной суммарной переменной, которая происходит при операции модуль. Значит, давай мы сделаем модуль над этим преобразованием Фурье. Тогда мы ищем оператор соответствующий. Вот FFT это обратное Фурье преобразование, когда из спектра можно получить сигнал. Вот следующий модуль. Берем модуль. Переменную мы должны поменять на FFT. То есть наш вот тут из двух imaginary real path. И на выходе поменяем название, назовем его мод. Нажимая ОК, получаем модуль. Смотрим, как это выглядит в графике. Графики, variable, mod. Вот опять получили автошкалирование. Давайте мы один раз установим x нужного нам значения. Чтобы она каждый раз не сбрасывалась, мы поставим минимум 0, максимум 50. И чтобы не терялось, сделаем save. То есть мы сохраняем установки этих шкал, атрибутов. И вот теперь мы имеем, всегда будем иметь от 0 до 50 ГГц спектральной составляющей. Здесь у нас размерность по Y вольт на секунды. Поэтому мы имеем в максимуме вот какой-то вот такой вот. Какое-то значение 33,8. А второй маркер, если поставим на 40 ГГц, то это какое-то значение 0,4. Вот имеем на первом маркере и на втором. Так, ну можно поточнее поставить. Вот это около 40 ГГц 0,5. То есть это 30 разделить на 0,5. В 60 раз больше сигнал в максимуме, чем в минимуме. Значит, что это в децибелах? Это надо еще раз пересчитать. Обычно в децибелах мерят спектр. Значит, мы уходим опять в расчет. В процессинге выбираем операцию децибелы. Вот она, dBL у нас здесь называется в нашем языке. Меняем входной объект на модуль. И выходной, ну давайте как-нибудь его обозначим. 11.08 это номер антенны. dB напишем. Так, ну D маленькая, B большое обычное. То есть теперь мы получаем спектр. Вот с таким названием будем иметь спектры, модуль спектра между антеннами сигнала в децибелах. Окей. Смотрим в графике, что получили. Variable. Модуль. Смотрели. Теперь смотрим децибел. Ну вот, имеем децибел. Плюс 30 децибел на максимуме. И если на 40 ГГц, то сколько тут? Минус 5 децибел на 40 ГГц. То есть, если мы там поставим в максимуме плюс 30, то минус 5,8 на 40 ГГц. Разница потери спектра 36,4. Ну так, смотреть неудобно. Можно поменять еще шкалу X, мы уже поставили от 0,50. Шкалу Y можно поставить, ну, какой тут? От минус 20, допустим, чтобы захватить вот эту часть, до плюс 40, чтобы здесь видно было эта верхушечка. Так и ставим. X минимум, как мы сказали, минус 20. X максимум 40. Тогда у нас будет эта наша характеристика будет находиться где-то посередине экрана. Ну вот так где-то. Видим разницу в спектре около 40 ГГц. Тут интересно совпало, что X и Y одинаковое значение. Но это редко. Такое бывает случайно. Вот можем сдвинуть второй маркер куда-то вправо. Видите, они разные значения. Ну, близкий. Сколько ГГц получается?
какая разница в гигагерцах, такая в децибелах. Как будто на 1 гигагерц 10 децибел. Ну, приблизительно так и есть. Ну вот мы поставили в значение минимума 43,8. Разница 40 гигагерц, а по спектральной плотности разница 48 децибел. Значит, это мы показали, как можно сделать последовательно 3 операции. Если мы хотим это сделать быстрее, мы можем сделать макрос, состоящий из этих 3 операторов. Сейчас мы это и покажем. Значит, для написания макроса заходим опять в то же окно процессинг. И вот у нас есть такое окошко макроменю. Один из макросов, мы его здесь такой, мы его написали для обработки данных информации при построении диаграммы направленности. Мы там берем модуль, нормируем его, в децибелах показываем. Это позволяет из комплексной диаграммы направленности получить модуль, нормированный на всех частотах на одно и то же значение. Сейчас мы будем создавать новый макрос. Значит, нам надо вызвать окно New Macros. Так, ну, я напишу потом подсказку про построение диаграммы направленности, где можно использовать этот макрос, где он используется. А для написания нового макроса мы записываем что? Наши операции. Первая операция у нас была Fourier. Fast Fourier Transformation. Входной объект из регистра 1 переписывается в регистр 2. Записываем этот шаг. Right step. Готово. Второй шаг был модуль. Из регистра 2 в регистр меняем 3. Right step. Готово. И третья операция была у нас что? Децибелы. Из регистра 3 выходной регистр 4. Right step. Все. Все 3 операции будут описаны в одном макросе. Пишем конец макроса. И даем ему название. Вот, macro name. Напишем спектр. Ну, по-английски спектрум. Назначение ключа. Ключ 1 у нас занят под макросом MND. Давайте на второй ключ назначим. Save макрос. Название спектрум. Ключ key 2. M2. Окей. Теперь под этим ключом M2 у нас есть операция спектрум. Мы ее можем вызвать нажатием кнопки M2, и операция происходит так. Мы вставляем наш объект в это input object. Наш исходный объект был SIG1108. Выходной объект будет представлять результат всех 3 операций. Ну, назовем его сразу спектром. Спектр. Ну, пусть спектр какой-нибудь 1. Окей. Спектр 1. И можем посмотреть, что у нас получилось. Заходим в график. Это у нас был спектр, полученный в последовательности 3 операций. Видите, плюс 40, минус 20. Сейчас мы вызовем нашу новую переменную, которую мы получили под названием спектр 1, 1108. И смотрим. Вот, переменная поменялась, но она абсолютно имеет ту же характеристику. Если мы вызовем 2 переменные, спектр и dB, шифтом отметим 2 переменные, они совпадут, поэтому мы их даже не различим. Вот мы увидели только здесь, что их 2. На самом деле одна наложилась на другую, потому что мы сделали абсолютно то же самое. Ну, я думаю, что вот такая операция позволит вам уменьшить время на обработку сигнала. Если у вас сделан макрос на нажатие одной кнопки, то вам не надо 3 раза вводить переменные. Достаточно в 3 раза быстрее, как минимум. Вот. Спасибо за внимание. На этом видео считаю законченным. Обращайтесь на наш канал, заходите к нам, мы вам всегда поможем. И в ссылочке в конце мы вам покажем, как используется макрос MND. Это снято в другом видео. До свидания, всем привет.